Всем аньон, с вами Валерон, и сегодня мы сделаем обзор на типичный корейский супермаркет. Прелесть корейских супермаркетов заключается в том, что в них есть абсолютно все и даже больше. Первыми на глаза попадаются всякие полезные штуковины для дома. Пластик 6500, очень удобная штучка, чтобы взять и оторвать хозяюшкам на заметку. Ну и как я говорил в предыдущих выпусках, без кофе в Корее вы точно не останетесь. Ну а если вам захочется просто утолить жажду, то в каждом магазине вас порадуют широчайшим ассортиментом чаев и рисового кваса. Без горячих напитков вы тоже не останетесь. А самое главное, все местного производства. С молочными же продуктами возникают некоторые затруднения. Хотя и молока тут в достатке, творог тут не делают. Да и разбираться нужно, какое есть какое. Вместо колбасы тут спэм, много спэма. Ну и на втором месте по популярности здесь консервированный тунец. А сосиски здесь, конечно же, просто обожают. Разнообразие панчанов, то есть корейских салатов, очень большое. Но готовой еды в пакетах либо ланчбоксах еще больше, на любой вкус. Некоторые можно просто разогреть, а некоторые нужно готовить как полноценное блюдо. Я выбрал пудэ-тиге. Также корейцы очень любят мясо. Его здесь подают уже подготовленным, на то блюдо, которое вы захотите приготовить. Ну и конечно же, морепродуктами Корея тоже не обделена. Хотя суши в привычном вам виде вы здесь не найдете, только в виде свежайшего сашими. Ну и как же без закусок? Чипсы, крекеры и различные орешки в большом ассортименте. Что касается сладкого, корейцы очень любят бисквит с кремом и различные пышки. Также существуют традиционные сладости из рисовой муки, которые по-прежнему пользуются популярностью. Ну а главную роль в Корее занимает, конечно же, рис. И помимо сортов, здесь имеется очень значимая отличительная черта. При обработке у риса оставляют часть полезной оболочки, в которой содержатся все необходимые витамины и минералы. Ну и конечно же, каждый кореец хотя бы один раз в год занимается приготовлением кимчи, на который в среднем уходит от 10 ингредиентов и больше. Итак, вот это все мы накупили в корейском супермаркете на 63 тысячи вон. Это примерно $47. Начнем мы с напитков. Самый популярный кофе в Корее под брендом Максим. Вкусно. Итак, закусим мы это все.
сладенькими медовыми булочками. Ну, по вкусу как будто яблочное повидло. Омук на палочке. Предварительно мы его погрели полминутки. Ну еще остренький такой. Сосиска из рыбного фарша с овощами. Теперь у нас треугольный кимбап. Кимбап с тунцом. Что может быть лучше тунца с майонезом? Кофеек это, конечно, хорошо, но здесь еще очень популярный ореховый чай. О, здесь смесь 5-6 орехов. Они все порционные в пакетиках, очень удобно. Тут такой порошочек и даже орешки какие-то есть. Сейчас мы это все заварим кипяточком. Пахнет орешками. Реально вкусная штука. Теперь у нас знаменитая ветчина корейская спам. Колбаса в консервах. Пахнет как паштет. Уху-ху-ху. Консистенция плотная, но нежнее, чем у колбасы. По вкусу как вареная колбаса, но более мясная. Так, ну горячих напитков мы попробовали. И теперь попробуем холодный кукурузный чай. Пахнет кукурузой. Прозрачный, похож на черный чай. Когда кукурузу сваришь, остается водичка. Теперь посмотрим рисовые пироженки с бобовой начинкой. Это кунжут с кунжутным сиропом. Вкусно, реально. Теперь перейдем ко второму прохладительному напитку. Сике. Рисовый квас. Он существует в разных вариациях. В данный момент это с корейской грушей. Пахнет как компот. На вкус как компот из груши. Так, теперь попробуем то, что нам более привычно. Это объявление по громкой связи, что выбрасывайте мусор правильно, паркуйтесь правильно. Камсамнида. Лейс. Чипсы Лейс, но со вкусом нори. Выглядит как обычный лейс с зеленью, но это не обычный лейс с зеленью. Ну-ка. Но это вкусно. Знаете, бывает перекрестки возьмешь, перекрестки, пятерочки, корзинки, какие-нибудь такие старые, проборклые. Нет. Вот я сейчас кушаю, у меня полное ощущение, что это очень свежие чипсы. Итак, дальше у нас корейские снеки. Вот такой вот ассорти орехов. Так, что тут у нас? Кешью, миндаль, грецкий. Ну, прикольно. Ну, а теперь перейдем к самому интересному. Итак, тут у нас шелкопряды в собственном соку.
Хо-хо-хо-хо. Честно говоря, пахнет как фасоль. Просто как обычная красная фасоль. Уф-фу-фу-фу. О, да. Это так аппетитно. Вообще ужасно. Ну, знаете, я никому не советую это пробовать. Марки, это вкусно? Нет, Марке тоже не нравится. Ну а теперь от неприятного к приятному. Теперь у нас знаменитые шоколадные палочки. Вот это вкусно. Это очень вкусно. После шелкопрядов вообще сказка. Топовый топ миндаль васаби. Это миндаль. Он, я так понял, обливается сахарным сиропом и потом порошком васаби. А теперь я сделаю то, что вы никогда не сможете себе представить. Я возьму ванильное мороженое и кунжутное масло. Ванильное мороженое в кунжутном масле. Удаленно напоминает, как будто мороженое с орешками. Ну теперь король нашей вечеринки в Дейтиге с пошаговой инструкцией, со всеми ингредиентами. И спокойно, не напрягаясь, приготовить все, что вы любите. Тут у нас бульончик наваристый, сырок плавленый, соуса, лапша, набор мясная нарезка, набор зелени нарезанный и фасолька. Юне тоже нравится запах. Ветчинка, сосисочки, лучок, капуста.